На протяжении миллионов лет Гранд Каньон скрывает артефакты, способные перевернуть наши представления о древних цивилизациях. Здесь, среди отвесных скал и труднодоступных пещер, наука сталкивается с непростыми вопросами. Что таят в себе глубины каньона? Почему некоторые открытия так и остаются незамеченными, и какие тайны до сих пор остаются нераскрытыми? Сегодня мы погрузимся в самые загадочные страницы истории Гранд Каньона и в очередной раз убедимся, что реальность может быть интереснее любого вымысла. Остатки Древнего Египта. Одной из самых интригующих загадок в истории исследования Гранд Каньона стала сенсационная публикация в газете «Аризона Газет». 5 апреля 1909 года. Журналисты подробно описали невероятную находку экспедиции, финансируемой престижным Смитсоновским институтом. Согласно материалу, группа исследователей обнаружила в труднодоступной части каньона грандиозную подземную систему, включавшую по разным оценкам от 300 до 500 искусственных пещер, соединенных между собой разветвленной сетью туннелей. Особое внимание в статье уделялось уникальным артефактам, найденным в этих пещерах. Среди них были каменные таблицы размером примерно 60 на 90 сантиметров, покрытые загадочными иероглифами, которые демонстрировали поразительное сходство с древнеегипетской письменностью периода Нового Царства. Не менее удивительными оказались медные орудия и инструменты. Их технология изготовления и состав сплавов не соответствовали ни одной из известных древних культур Северной Америки. Особый интерес ученых вызвали 27 керамических сосудов с нехарактерными для региона геометрическими орнаментами и 5 мумифицированных останков, расположенных в необычных ритуальных позах, напоминающих погребальные традиции древних средиземноморских культур. Когда через несколько месяцев после публикации другие исследователи попытались проверить эти сенсационные данные, их ждал неожиданный сюрприз. В архивах Смитсоновского института не оказалось не только отчетов об этой экспедиции, но и каких-либо упоминаний о самом профессоре Джордане. Все попытки журналистов и ученых найти упомянутые в статье пещеры или получить дополнительные доказательства наталкивались на стену молчания. Примечательно, что сам институт сначала отказывался от комментариев, а затем официально опроверг свою причастность к этим исследованиям, что породило множество вопросов и конспирологических теорий. Некоторые археологи выдвигают гипотезу, что в труднодоступных районах каньона действительно могли существовать поселения древних культур, однако полное отсутствие материальных доказательств превращает эту историю в одну из самых загадочных и противоречивых страниц американской археологии. Интересно, что в 1934 году один из местных проводников утверждал, что нашел вход в подобную систему пещер, но погиб при загадочных обстоятельствах через 2 недели после своего заявления. У многих занимающихся этим вопросом исследователей складывается ощущение, будто неудобные сведения рукотворным способом подчищаются подальше от посторонних глаз. Эта удивительная загадка остается неразрешенной уже более 110 лет, периодически всплывая в научных дискуссиях и порождая новые теории. Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что за последние 50 лет как минимум 7 независимых исследователей сообщали о находках, которые могли бы подтвердить данные той самой газетной публикации. Но каждый раз эти свидетельства либо таинственным образом исчезали, либо объявлялись подделками. Последний такой случай произошел в 2015 году, когда группа спелеологов заявила об обнаружении искусственного тоннеля в северной части каньона, но их оборудование вышло из строя, прежде чем они смогли задокументировать свою находку. Тайны наскальных изображений Гранд Каньона. Эти загадочные рисунки можно встретить на самых отдаленных уголках Гранд Каньона, куда лишь изредка проникают наиболее смелые исследователи. Эти древние петроглифы разбросаны по скрытым ущельям и пещерам на протяжении многих миль каньона и представляют собой уникальное явление, не имеющее прямых аналогов среди известных культур коренных народов этого региона. Кто эти существа с непропорционально большими головами овальной формы, достигающими в ширину почти 2 футов? Их лица лишены ртов и носов, но имеют огромные миндалевидные глаза, занимающие почти треть лица. Тела этих существ неестественно тонкие и вытянутые, с длинными конечностями, заканчивающимися 4-палыми кистями. Особое внимание привлекает сложный узор на их одеяниях. Сотни параллельных линий и геометрических фигур создают впечатление некоего защитного костюма или униформы, напоминающей современные скафандры. Рядом с этими антропоморфными фигурами расположены не менее удивительные изображения объектов, которые современные исследователи интерпретируют по-разному. Некоторые видят в них стилизованные изображения небесных тел или атмосферных явлений, другие — примитивные попытки изобразить летательные аппараты.
Техника исполнения этих петроглифов заслуживает внимания. В отличие от большинства наскальных изображений региона, созданных методом точечной выбивки, эти рисунки выполнены методом глубокой гравировки с последующей тщательной полировкой краев. Глубина некоторых линий достигает почти 2 дюймов, а их ширина варьируется от половины дюйма до 1,5 дюймов, что свидетельствует о намерении создателей сделать эти изображения долговечными и заметными на расстоянии нескольких сотен ярдов. Особую загадку представляет расположение этих изображений. Они находятся в исключительно труднодоступных местах, часто на высоте от 15 до 25 футов от современного уровня Земли, что предполагает использование сложных строительных лесов или других приспособлений для их создания. Более того, многие изображения строго ориентированы на определенные астрономические явления, точки восхода Солнца в дни равноденствий или положение ярких звезд, таких как Сириус или Вега, что может свидетельствовать об их астрономическом или календарном значении. Датировка этих петроглифов представляет значительные сложности. Традиционные методы датировки, включая анализ патины и сопутствующих археологических находок, дают широкий диапазон от 1000 до 3000 лет. Однако некоторые исследователи отмечают, что стиль и техника исполнения этих изображений могут указывать на их значительно большую древность, возможно, относя их к периоду до появления в регионе известных индейских культур. Местные племена не считают эти изображения частью своего культурного наследия. Их устные традиции содержат туманные упоминания о древних, пришедших с неба или звездных людях. Но конкретной связи с этими петроглифами не прослеживается. Это отсутствие культурной преемственности делает загадку происхождения этих изображений еще более интригующей. В последние годы эти петроглифы стали объектом пристального внимания ученых, использующих самые современные технологии для их изучения. Лазерное сканирование с точностью до 0,01 дюйма и спектральный анализ минеральных пигментов могут пролить новый свет на их происхождение и назначение. Однако пока эти загадочные изображения продолжают хранить свои тайны, напоминая нам о том, как много неизвестного еще скрыто в глубинах Гранд-каньона. Затерянный город. Гранд-каньон уже более 100 лет остается местом, где научные исследования переплетаются с загадочными историями о древних поселениях и необычных каменных формациях. Хотя многие из этих рассказов относятся к области легенд, профессиональные археологи продолжают находить в каньоне следы древних стоянок и странные скальные образования, требующие тщательного изучения. Первые сообщения о необычных находках появились еще в конце 19 века, когда исследователи и геологи начали систематически документировать каньон. В 1891 году экспедиция Джона Уэсли Пауэлла упоминала о странных каменных структурах, напоминающих рукотворные стены. Гранд-каньон уже более 100 лет остается местом, где научные исследования переплетаются с загадочными историями о древних поселениях и необычных каменных формациях. Хотя многие из этих рассказов относятся к области легенд, профессиональные археологи продолжают находить в каньоне следы древних стоянок и странные скальные образования, требующие тщательного изучения. Первые сообщения о необычных находках появились еще в конце 19 века, когда исследователи и геологи начали систематически документировать каньон. В 1891 году экспедиция Джона Уэсли Пауэлла упоминала о странных каменных структурах, напоминающих рукотворные стены. Местные гиды шепотом рассказывают о странных металлических предметах, найденных в слоях песчаника возрастом в сотни миллионов лет, и о загадочных пещерах с иероглифами, не похожими ни на одну известную письменность. Служба национальных парков упорно отрицает эти факты, но документы, случайно попавшие в руки независимых исследователей, свидетельствуют: в глубинах каньона могут скрываться следы исчезнувшей цивилизации, технологический уровень которой превосходил наше современное понимание. Из доступных в общественности сведений наиболее значимые находки относятся к периоду между XI и XIV веками нашей эры, когда в регионе процветала культура предков современного племени Пуэбло. В различных частях каньона археологи обнаружили остатки каменных сооружений, построенных из местного песчаника. В районе Уолнат каньона сохранились впечатляющие фрагменты древних стен высотой до 6 футов, демонстрирующие мастерство строителей той эпохи. Эти сооружения включали как жилые помещения площадью около 150 квадратных футов, так и хозяйственные постройки для хранения запасов. Интерес вызывают многочисленные наскальные жилища, вырубленные в мягких слоях песчаника. Эти укрытия, расположенные на высоте от 50 до 300 футов над уровнем реки, показывают удивительную приспособленность древних обитателей к суровым условиям каньона.
Исследователи отмечают тщательный выбор мест для таких жилищ. Обычно это защищенные от ветра и солнца ниши, часто ориентированные на юг для лучшего прогрева зимой. Размеры этих убежищ варьируются от небольших углублений диаметром около 6 футов до просторных пещер протяженностью до 30 футов. Не менее впечатляющими являются обнаруженные в некоторых районах древние сельскохозяйственные террасы. Эти искусственные площадки, укрепленные каменными стенками высотой до 3 футов, позволяли местным жителям выращивать кукурузу, бобы и тыквы на крутых склонах каньона. Археологи нашли свидетельства сложной системы орошения, включавшей канавы длиной до нескольких сотен футов, которые отводили воду от временных ручьев к полям. Анализ этих данных позволил ученым проследить торговые связи древних обитателей каньона с другими регионами юго-запада на расстоянии до 200 миль. Современные исследования в Гранд-Каньоне сочетают традиционные археологические методы с передовыми технологиями. Георадар с проникающей способностью до 50 футов помогает обнаруживать скрытые под поверхностью структуры без разрушительных раскопок. Трехмерное сканирование с точностью до 0,1 дюйма позволяет создавать цифровые копии хрупких археологических объектов. Анализ почвенных образцов весом всего несколько унций дает информацию о древних сельскохозяйственных практиках. Несмотря на все эти исследования, по оценкам специалистов изучено не более 30% территории каньона. Особенно малоизученными остаются труднодоступные боковые каньоны глубиной до 1000 футов и протяженностью несколько миль, а также участки вдоль русла реки Колорадо, где глубина воды местами превышает 100 футов. Служба национальных парков США уделяет особое внимание охране этого хрупкого археологического наследия. Большинство известных памятников закрыты для свободного посещения, а их точные координаты не разглашаются. По неизвестным причинам эти места разрешено посещать только небольшим группам в сопровождении ученых. При этом запрещено выходить за рамки заранее согласованного маршрута. Как вы думаете, почему? Неужели им есть что скрывать? Или эти меры направлены на сохранение уникальных свидетельств прошлого для будущих поколений исследователей, которые с развитием новых технологий, возможно, смогут раскрыть еще не разгаданные тайны древних обитателей Гранд-Каньона? Магнит трагедий. Некоторые исследователи паранормальных явлений называют Гранд-Каньон Бермудским треугольником на суше. Они утверждают, что в этом месте пропадают люди, выходят из строя приборы и происходят необъяснимые события. Гранд-Каньон – это грандиозный разлом в земной коре, глубина которого превышает 1 милю, а протяженность составляет более 270 миль. Некоторые исследователи паранормальных явлений называют Гранд-Каньон Бермудским треугольником на суше. Они утверждают, что в этом месте пропадают люди, выходят из строя приборы и происходят необъяснимые события. Гранд-Каньон хранит множество мрачных тайн, которые продолжают волновать умы исследователей. Даже самые скептически настроенные люди задумываются о необъяснимых силах, которые могут действовать в этих древних скалах. Согласно официальным данным, ежегодно в каньоне бесследно исчезает около 12 человек. Это в 5 раз больше, чем погибает людей на Эвересте, одной из самых опасных возвышенностей в мире. Многие случаи на Гранд-Каньоне остаются нераскрытыми десятилетиями, несмотря на все усилия поисковых команд и современные технологии. Самая кровавая страница в истории каньона была написана 30 июня 1956 года. В идеальных погодных условиях, когда видимость составляла более 10 миль и не было облачности, 2 пассажирских лайнера неожиданно столкнулись на высоте 21 тысячи футов. Расследование выявило тревожные детали. За несколько минут до катастрофы оба экипажа независимо друг от друга сообщали о странных помехах в работе навигационного оборудования и необъяснимых магнитных аномалиях. Обломки 128 погибших были разбросаны на площади в 1,5 квадратные мили, причем некоторые тела находили в местах, куда они физически не могли попасть при обычном падении. Глубоких расщелинах, закрытых пещерах и даже на отвесных скальных выступах на высоте нескольких сотен футов от основного места падения. Многие опытные рейнджеры, десятилетиями работающие в каньоне, рассказывают о странных явлениях, которые невозможно объяснить с рациональной точки зрения. В официальных отчетах регулярно упоминаются случаи внезапного выхода из строя навигационного оборудования. Компасы начинают бешено вращаться, GPS-устройства показывают неверные координаты, а электронные часы останавливаются ровно в 12 часов ночи в определенных точках каньона. Ночные дежурные неоднократно сообщали о таинственных огнях, движущихся по строго определенным траекториям вдоль отвесных скал на высоте нескольких тысяч футов, где нет ни троп, ни каких-либо платформ. Особую тревогу вызывает зона в северной части каньона, где часто из строя выходит радиосвязь, не работают спутниковые телефоны, а по заверениям некоторых человеческие голоса не производят эхо, будто звук поглощается невидимой силой. Геологи несколько раз фиксировали, как приборы одновременно выходили из строя и начинали барахлить. Ученые утверждают, что внутри этой области находятся месторождения железной руды, которые, вероятно, имеют ключевое значение для необычных
необычных явлений. Служба национальных парков продолжает настаивать на рациональных объяснениях всех этих случаев, ссылаясь на уникальные геологические особенности местности, сильные магнитные аномалии и экстремальные природные условия. Однако факты остаются фактами. Гранд Каньон продолжает собирать свою жуткую жатву с пугающей регулярностью, а число необъяснимых происшествий растет с каждым годом. Может быть, в этих древних скалах, возраст которых исчисляется миллионами лет, действительно скрыто нечто, что человеческий разум пока не в состоянии осознать? Или все эти трагедии всего лишь цепь зловещих совпадений? 300 миллионов лет назад в одном из самых посещаемых уголков Гранд Каньона, рядом с тропой Брайт Энджел, где ежедневно проходят сотни туристов, природа преподнесла ученым неожиданный подарок. После сильного камнепада, обнажившего древние слои пород, исследователи обнаружили два массивных обломка кварцевого песчаника, на поверхности которых сохранились удивительно четкие окаменелые следы. Эта находка, сделанная геологом Аланом Криллом буквально под ногами у посетителей национального парка, оказалась настоящей сенсацией в мире палеонтологии. Детальное изучение отпечатков показало, что они были оставлены около 310 миллионов лет назад в периоде палеозойской эры. В то время континенты Земли еще были объединены в гигантский суперконтинент Пангею, а территория современного Гранд-Каньона представляла собой обширную пустыню с высокими песчаными дюнами. Климат был значительно жарче современного, а в воздухе содержалось почти на 50% больше кислорода, что создавало уникальные условия для развития жизни. Следы образуют две параллельные цепочки общей длиной около 3,5 футов, причем расположены они необычным диагональным образом. Профессор Стивен Роуленд, ведущий специалист по исследованию находки, сравнивает их рисунок с движениями современных ящериц. Особый интерес вызывает геологический контекст находки. Следы сохранились в виде как непосредственных отпечатков, так и естественных слепков на двух соприкасавшихся пластах песчаника. Такой двойной отпечаток встречается крайне редко и представляет огромную ценность для науки, позволяя с высокой точностью воссоздать анатомию конечностей древнего существа. Палеонтологи предполагают, что следы могли быть оставлены представителем группы рептилиоморфов, переходной формы между амфибиями и настоящими рептилиями. Эти существа размером со современную игуану были одними из первых позвоночных, полностью перешедших к наземному образу жизни. Их конечности уже были приспособлены для эффективного передвижения по суше, но еще сохраняли некоторые примитивные черты. Необычный зигзагообразный рисунок следов породил множество научных гипотез. Некоторые исследователи считают, что животное могло двигаться против сильного бокового ветра, характерного для песчаных дюн. Другие предполагают, что следы отражают сложное брачное поведение или ритуал установления иерархии. Третья версия гласит, что существо передвигалось по крутому склону дюны, что и вызвало смещение следов. Для проверки этих гипотез ученые использовали современные технологии, включая трехмерное сканирование высокой точности и компьютерное моделирование. Созданные анимации позволяют буквально увидеть, как могло двигаться это древнее существо. Значение этой находки трудно переоценить. Она не только является древнейшим свидетельством наземных позвоночных в Гранд-Каньоне, но и предоставляет уникальные данные о поведении первых рептилий. Раньше мы могли только догадываться, как эти существа взаимодействовали между собой. Теперь у нас есть прямое доказательство сложного поведения уже на самых ранних этапах эволюции наземных позвоночных. Открытие также проливает свет на условия среды каменноугольного периода. Анализ структуры песчаника показал, что следы были оставлены во влажном песке у подножия большой дюны, а затем быстро засыпаны новыми слоями песка, что и обеспечило их исключительную сохранность. Сейчас место находки тщательно охраняется, а сами окаменелости подвергаются всестороннему изучению с применением самых современных методов. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут ответить на многие вопросы о ранних этапах эволюции наземных позвоночных и условиях их обитания. Странные исчезновения, загадочные авиакатастрофы, технические аномалии и зловещие находки – все это словно намекает на существование таинственной силы, которая скрывается в глубине расщелин. Гранд-Каньон остается местом, где даже самые логичные объяснения не могут полностью развеять ощущение, что в этих древних скалах скрыто нечто большее, чем просто природное чудо.